Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Германии пенсионеры все чаще замечают странную вещь. Вроде бы пенсия на бумаге растет, а на счете денег становится почему-то меньше. Неужели взносы, налоги и доплаты съедают прибавку так, что люди понимают это только через месяцы? И это еще не все. Интересная картина получается. Сейчас в магазинах зарабатывают уже не столько на цене, сколько на привычках покупателей, то есть нас с вами. Дешевые базовые товары заманивают, а основная прибыль прячется в нарезке, упаковках и, скажем так, выгодных предложениях, из-за которых картина каждый раз выходит дороже. Невероятно! И напоследок, у нас с вами почему-то в немецких банках деньги утекают тихо и регулярно, а это за счет платных тарифов, старых условий и комиссий, на которые мало кто из нас вообще обращает внимание. В итоге люди платят не за услуги, а за то, что просто не следят за тем, что написано мелким шрифтом. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии многие пенсионеры смотрят прежде всего на цифру в пенсионном письме. Сумма вроде бы растет, значит все в порядке. Но через пару месяцев появляется ощущение, что денег стало меньше, и люди долго не понимают, где именно их начали удерживать. Хочу обратить ваше внимание, что самое частое – это медицинская касса и уходовое страхование. Например, пенсия у вас выросла с 1250 до 1300 евро. Вы, соответственно, ждете плюс сколько? 50 евро. А на счете только плюс 18 или 22 евро. Остальное ушло на взносы. Они снимаются автоматически. Отдельного уведомления у вас стало больше удержаний никто не присылает. Многие пенсионеры узнают об этом только тогда, когда начинают сравнивать старые выписки с новыми. Нашел специально для вас реальную историю из Баварии. Пенсионерка получала обычную государственную пенсию и небольшую вдовью. После индексации ей сообщили о повышении почти на 60 евро. Фактически на счет стало приходить больше всего на 25. Женщина полгода думала, что это ошибка банка, оказалось, что выросли взносы в больничную кассу, а с вдовьей пенсии начали удерживать отдельно. Вторая ловушка для вас – это налоги. Многие пенсионеры, возможно, и те из вас, кто регулярно смотрит видео, уверены, что налоги – это для работающих. Но в Германии все больше пожилых людей впервые в жизни получают письмо из налоговой. Причина простая. Каждый год растет доля пенсии, которая считается налогооблагаемым доходом. Я вам об этом уже ранее рассказывал. Получается, что пенсия вроде бы та же, жизнь та же, а правила изменились. В итоге приходит уведомление, нужно доплатить за прошлый год, а потом еще и ежеквартальные авансы. Приведу поучительную историю из Северного Рейна-Вестфалия. Пенсионер, не буду называть его фамилии, сдавал одну комнату студенту. Деньги небольшие, всего несколько сотен евро в месяц. Через год получил перерасчет, налог плюс корректировка удержаний с пенсии. Мужчина был уверен, что это никак не связано, пока не увидел новую, меньшую сумму на счете. И это у меня еще не все. Третий момент – это подработки и дополнительные доходы. Многие из вас, пенсионеры, помогают в магазине, сидят с детьми или получают проценты по старым вкладам. Пока суммы маленькие, кажется, что они не считаются, но при проверке все складывается вместе и пенсия неожиданно уменьшается на несколько месяцев вперед. И здесь возникает разногласие в понимании самой ситуации. Страховые организации и государственные ведомства говорят: мы ничего не скрываем, все указано в письмах. Пенсионеры им отвечают, письма приходят в разное время, вообще с разными формулировками и из разных учреждений. Итог они узнают только по своему счету в банке. Канцлер Фридрих Мерц говорит о том, что люди, которые всю жизнь работали, должны понимать систему и доверять ей. Но мы-то с вами видим, что на практике многие пенсионеры испытывают трудности с пониманием этой системы. Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе периодически говорит о социальной защите и прозрачности, однако для обычного пенсионера в Германии прозрачность часто ограничивается объемом информации, изложенной именно в мелком шрифте. То есть сегодня мы с вами должны четко усвоить урок, что самое неприятное удержание – это небольшие суммы, а маленькие проценты, которые снимают тихо и постепенно. Именно из-за них пенсионеры чаще всего не понимают, куда исчезают деньги, хотя пенсия формально даже растет. Следующая новость одна из самых важных. В Германии магазины все меньше зарабатывают на цене и все больше на привычках покупателей. Речь не о каких-то там тайных схемах, а о вполне легальных приемах, которые работают каждый день, особенно на тех, кто покупает, скажем так, как всегда. Самая простая схема – это так называемые якорные товары. Хлеб, молоко, сахар, яйца часто продают почти без наценки. Покупатели видят нормальные, скажем так, цены и думают, что магазин дешевый. А вот все остальное, например, колбаса, сыр, готовые салаты, сладости, уже с заметной наценкой.
Люди редко проверяют чек по своим позициям, им важнее общее ощущение, что вышло не так уж и дорого. Приведу еще один пример из обычного супермаркета. Пенсионеры приходят за хлебом и молоком. По дороге берет нарезанную колбасу, сыр в упаковочке и готовый салат. Хлеб и молоко почти без прибыли для магазина, как я сказал, зато на нарезке и салате сеть зарабатывает больше, чем на всей основной корзине. Вторая привычка, и я думаю, вы со мной согласитесь, это маршрут покупателя. Товары первой необходимости специально убирают в дальние углы зала. Пока человек идет за молоком, он проходит мимо выпечки, сладостей, акционных полок. Даже если ничего не планировал, рука все-таки тянется взять на потом. Это работает особенно сильно у людей, которые ходят в один и тот же магазин годами и знают его наизусть. И еще одна любимая ваша история, но уже из Гессена. Пожилая женщина жаловалась, что каждый поход за продуктами стал выходить на 10-15 евро дороже. Когда она стала писать список и идти строго по нему, сумма резко упала. Раньше она просто брала все, что лежало по дороге, а теперь, внимание, третья схема – это упаковка и ощущение выгодной покупки. Так называемые семейные экономичные упаковки часто выглядят выгодно для нас с вами, но цена за килограмм у них выше, чем у обычного варианта. Покупатель думает, что берет больше и с запасом, а магазин зарабатывает на привычке не перечитывать мелкий шрифт. И еще это не все, хочу обратить ваше внимание на отдельную тему, это так называемые скидки для своих. Цена в ценнике одна, реальная, например, только с картой или с приложением. Те, кто не использует смартфон или не хочет регистрироваться, платят больше. Формально все как бы закону, но на практике магазины зарабатывают именно на тех, кто привык доверять полке, а не условиям акции. Здесь и возникает противоречие двух сторон. Торговые сети говорят нам с вами, покупатель свободен в своем выборе, покупатели отвечают, выбор есть только у тех, кто знает все приемы. При этом на политическом уровне сейчас часто звучат заявления о необходимости самих изменений. Фридрих Мерц говорит о необходимости защищать покупательскую способность граждан, а вот Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе продвигает идею честной информации для покупателя. Но, к сожалению, мы с вами видим, что пока это остается не обязательными мерами, а рекомендациями, поэтому магазины продолжают получать доход за счет особенностей покупательского поведения и невнимания к деталям. Таким образом, мы с вами уже точно знаем, что в Германии магазины все реже накручивают цену напрямую, основной доход идет именно от того, что покупатели годами ходят по одному маршруту, берут одни и те же товары и не задают лишних вопросов. Именно эта привычка обходится дороже всего. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии все больше людей неожиданно обнаруживают, что деньги с банковских счетов уходят регулярно, но не на покупки и не на счета за свет, как вы подумали. Эти средства списываются банком регулярно небольшими суммами из месяца в месяц. Следите за моей мыслью, возможно, у вас было именно так. Сегодня чаще всего начинается все с бесплатного счета. Пока на него приходит зарплата или пенсия, проблем нет. Но стоит одному месяцу выбиться из условий, и банк включает плату. 7, 9 или даже 12 евро выглядят как мелочь вроде бы. Поэтому большинство клиентов не реагируют. Через год сумма уже сопоставима, извините, с месячными расходами на продукты, но момент упущен. Так было у пенсионера в Баварии. Пенсия пришла ему позже обычного, и счет перестал соответствовать условиям. Банк начал списывать по 9,9 евро в месяц. Мужчина заметил это почти через год, когда решил разобраться, почему на счете постоянно чего-то не хватает. Возвращать деньги банк отказался, так как формально все было прописано в правилах. Другая распространенная ситуация – это старые тарифы. Люди годами остаются на условиях, которые давно не предлагаются новым клиентам. Плата выше, комиссия жестче, ограничений больше. При этом в том же банке есть новые тарифы, кстати, намного дешевле или почти бесплатно. Но переходить нужно самому, и банк об этом, конечно же, не спешит вам напоминать. В Северном Рейне семья платила почти 18 евро в месяц за счет и карту. После визита в отделение выяснилось, аналогичный счет для новых клиентов стоит 3,9 евро. Разницу они платили просто потому, что не было повода что-то менять. Отдельно бьют по кошелькам и наличные. Снятие денег в чужом банкомате, например, то есть не в банкомате своего банка, особенно в туристических местах или за границей, обходится в 5-10 евро за раз. На экране комиссия мелькает быстро, люди нажимают кнопку «Подтвердить автоматически». За неделю отпуска такие операции легко съедают сумму, на которую дома можно было бы купить продукты на несколько дней. Я еще не устал вам рассказывать все подводные камни, поэтому еще один источник расходов – это использование минуса на счете. Многие из вас, наверное, воспринимают его как удобство. Чуть ушел в минус,
потом закрою. Но проценты по такому минусу в Германии доходят до 10-12% годовых. Если жить так месяцами, переплата становится ощутимой, хотя в выписке она выглядит безобидно. Банки в этой ситуации действуют в рамках установленных правил. Все условия есть мелким шрифтом в приложении или в письме, которое легко пропустить. Клиенты же привыкли относиться к банку как к надежной инфраструктуре, а не как к бизнесу, который зарабатывает на каждой привычке. Сегодня в Берлине, да и в Брюсселе все чаще говорят о защите обычных клиентов. Акцентирую здесь на слове «говорят». Фридрих Мерц подчеркивает, что финансовые услуги не должны превращаться в ловушку для работающих и пенсионеров. Урсула фон дер Ляйен продвигает ужесточение правил прозрачности для банков. Пока это остается обсуждением без обязательных норм, и система продолжает функционировать по действующим правилам. В результате большинство банковских потерь в Германии происходит не из-за мошенников и не из-за ошибок в документах. Люди часто доверяют финансовым учреждениям, и это доверие со временем становится одним из источников их доходов. На этом пока все. Спасибо за просмотр.